Я вас приветствую. Пришла очередь отремонтировать этот старенький телефон LG D410. Когда-то я его купил на запчасти. После предварительного осмотра и диагностики я понял, что его можно отремонтировать, подарить ему новую жизнь. В этом телефоне есть скол на сенсоре, из-за чего не работает нижний ряд кнопок, есть трещины на сенсоре и не работает одна сим-карта. Все остальные функции работают. Сенсор для этого телефона я уже приобрел, поэтому в этом видео будет разборка телефона, посмотрим внутренности телефона, заменим ему сенсор, разберемся с слотом для сим-карты. Всем приятного просмотра и начинаем. На плате телефона это коннектор сенсора, коннектор дисплея, коннектор фронтальной камеры, коннектор основной камеры, коннектор нижнего шлейфа. На нижнем шлейфе находится разъем micro-USB, антенна, контакты для динамика, контакты для вибромотора. В задней крышке находится вибромотор, динамик, антенны, GPS, Wi-Fi. Вот это вот основная антенна GSM. С другой стороны платы все закрыто. Видим только датчик приближения освещения, дополнительный микрофон. Здесь находится коннектор гарнитуры, слуховой динамик. В принципе, разборка окончена. Можно снимать сенсор. Снимать сенсор я буду на сепараторе. Что-то я не пойму здесь, что окопленка. Обычно, когда так поддеваю, то лопатка выходит, а здесь вот видно, что вроде как проклеено. Неожиданно, неожиданно, конечно. На новом сенсоре нету пленки. То если присмотреться, то видно, что пленка есть. Сейчас тогда отклею по периметру. Я еще ококлеем ни разу не пользовался. Теперь главная задача не повредить дисплей. Вот это так сюрприз, а. Мне вот интересно, дисплей после этого останется рабочим или нет. Главное подковырнуть вот эту вот нижнюю часть, для того, чтобы продеть струну. Да, хорошо, что я уже не занимаюсь клиентскими телефонами. Ремонт телефонов — это теперь мое хобби. Ремонтирую только свои телефоны, и теперь мне не страшно. Даже если будут какие-то повреждения, ничего страшного, пойдет на запчасти. Если бы это был, конечно, клиентский телефон, я бы очень сильно переживал, чтобы не повредить сенсор, точнее дисплей. Были нюансы разные. И на сенсоры попадал, и на дисплеи попадал. Снимаешь сенсор, повредил дисплей, купил модуль. Все просто было. Горячий телефон. Надо продеть струну. В одном углу появилась струна, во втором пока не видно. Да ну что ж, остается греть и потихонечку резать. Будем резать. Вроде как попал.
режем. Потихонечку, без лишних усилий, с чувством меры. Нужно давать прогреться клею. Температуру я, кстати, поднял до 120 градусов. Основная задача сейчас не повредить дисплей. Смотрим, что же у меня получилось. Так, не пойму ничего. Угу. Так, куски клея. Вот это я молодец. Получается, я отделил сенсор от стекла. А я тут думал, око клея. Вот он, дисплейчик. Вот он. Все нормально. Нету тут никакого ока клея. Сенсор от стекла отделил. Вот так ювелирная точность. Так. Тут уже надо быть поаккуратнее. Наверное, чуть-чуть еще прогрею. Ну, честно, я уже радый, что не придется играться клеем. Можно это все будет посадить на клей B7000. Так, тут очень тяжело тянется. Вот сейчас главное отклеить он дисплея. Здесь очень хорошо проклеено. Лучше подогрею феном. Все. Снял сенсор, называется. Так. Теперь чуть-чуть почистим его от остатков старого клея. И мне интересно, будет ли работать дисплей. Не повредил ли я его. Самый интересный момент. Подкидываем новый сенсор. Подкидываем плату. Так, подключаю только дисплей и только сенсор. Так, есть. Вставляю аккумулятор. Ну что ж, включаем. Дисплей показывает. Это хорошо. Телефон загрузился. Смотрим. Нижний ряд кнопок меня интересует. Назад работает. Домой работает. Вот эта кнопочка, какое-то дополнительное меню, работает. Реагирует точно. Шторка работает. Отлично. Дисплей не повредил. Сенсор предварительно работает. Теперь моя задача хорошенечко очистить посадочное место сенсора. Очищу сетку динамика заодно. По периметру нанесу клей B7000 и вклею новый сенсор. Так, корпус очистил. Снимаю сеточку. Вот такая вот она грязная. Здесь тоже можно грязючку всю вытащить. Главное не проколоть динамик. Поэтому пользуюсь зубочисткой. Кассеточку саму я просто окуну в спиртик. Пусть немножечко размокнет. И вот таким вот образом всю грязь уберу. Можно подготавливаться к нанесению клея. Сейчас протру дисплей. В принципе, кисточка очень хорошая, антистатическая, хорошо убирает пыль. Даже не приходится дисплей натирать. Где есть жирные пятна, конечно же, убираю. Клей у меня проблемный, старый. Больше в больших тюбиках брать не буду, потому что у меня расход маленький. Нету смысла брать в больших тюбиках.
клей. Буду брать маленький. Наношу очень тоненьким слоем, равномерным тоненьким слоем. Когда клей свежий, он растекается как по маслу. А когда вот такой вот старый, приходится давить. А он тянется за иголочкой. Телефон готов к приклеиванию сенсора. Поэтому аккуратненько сейчас снимаем пленочку с сенсора экраном вниз, для того, чтобы пыль не залетела лишняя. И сразу же продеваю. Главное хорошо все отцентровать. Вот здесь вот обычно по углам могут вылезать подтеки. Ничего страшного, они потом спиртиком легко очень убираются. Так, прижму по углам сенсор прищепочками, чтоб нигде не отошел. И пока он будет подсыхать, посмотрим, что у нас с разъемами для сим-карты. Посмотрел в микроскоп, вот этот вот средний контакт, он обломанный оказывается. Я попробую его немножечко подогнуть, вот таким вот образом, чтобы он прижимал сим-карту. Здесь получается край загнутый. Когда вытаскиваешь сим-карту, она не будет цепляться за контакт. Здесь такого нету. Поэтому сейчас попробую как-то его подогнуть, немножечко сгладить вот этот край, чтобы когда сим-карта вытаскивалась, она не цеплялась за этот контакт. Вроде бы получилось. Немножечко загнул. Посмотрим, будет работать сим-карта или нет. Ну и традиционно перед сборкой я всегда очищаю всю грязь с телефонов. Вот такие вот грязные места. Я это все счищаю обычным спиртом и щеткой. Кнопочки по возможности достаю, потому что в них тоже содержится вот такая вот грязь. Сетка динамика чистая, ее трогать не будем. Все, телефон, я думаю, можно собирать. Корпус почищен, все отмыто. Сейчас его соберу, проверю. А в этом году я решил на вырученные деньги от продажи телефонов собирать на камеру. Потому что, к примеру, это видео я снимаю на телефон iPhone 6. Мне нужна хорошая камера с хорошим звуком. Поэтому все денежки будут откладываться на камеру. И как только соберется нужная сумма, купится камера. Потрем от пыли камеру. Опять же камеру. Так. Все шлейфа на месте. Единственное, надо будет еще приклеить вот этот кусочек пластика. Это можно будет сделать капелькой суперклея, но клей у меня высох. Поэтому я его выбросил. Приклею потом. Сейчас соберу. Вставим сим-карты, проверим. А потом я его уже дособираю. Какой нюанс по дисплею? Вот я вижу... Если убрать пленочку, видно вот такие вот неаккуратные следы. Видно, что сенсор не оригинальный. Зазор есть между корпусом. Вот эти вот излишки клея убираются спиртиком. А пока вставляем сим-карту.
Отлично. 2 сим-карты видит. Между сим-картами переключается. Так, камера работает. Дальше смысла проверять нету. Сенсор работает. Нижний ряд кнопок работает. Кнопка назад работает. В общем, вот такой у меня сегодня получился ремонт этого телефона. Очень чудно я снял сенсор. Мне, если честно, самому смешно сейчас. Но изначально я испугался. Потому что я думал, что сенсор склеенный с дисплеем через ОКО-пленку. И, конечно же, это бы усложнило ремонт. То мне нужно было бы наносить ультрафиолетовый клей или каким-то образом другим приклеивать этот сенсор. А так, в принципе, обошлось все нормально. Ну а вы будете знать, что снимается сенсор отдельно, ОКО-пленки нету. И наклеить сенсор можно так, как это сделал я с помощью клея B7000. Всем спасибо за просмотр. Найду еще какой-нибудь старый телефончик под ремонт. И увидимся в следующем видео.